А муку, кстати, надо обязательно просеивать. Только если вам нечем заняться, и у вас слишком много свободного времени. Нет, ну, Таша, еще скажи, что кефир надо из холодильника брать. Ну да, если нужно приготовить здесь и сейчас, то какие проблемы, что переживать из-за кефира? Но это не будет нормально. Привет! Сегодня у нас двойной эксперимент. Один рецепт, две версии и два спора, которые вечно разделяют людей даже сильнее, чем добавлять ли изюм в плов или нет. У нас сегодня пирог на сковороде за 20 минут. Но я готовлю как положено. Муку просеиваю, а кефир комнатной температуры. А я, как обычный человек, без церемоний. Муку не просеиваю, кефир прямо из холодильника. Вот и посмотрим, кто прав. И есть ли вообще разница. А вы напишите в комментариях, вы всегда просеиваете муку или тоже бывает лень? У автора рецепта сковородка 24 сантиметра. У нас будут сковородки по 20 сантиметров, поэтому мы сделали перерасчет ингредиентов. В описании видео будут граммовки из оригинального рецепта. Нам понадобится по 2 яйца, по 126 грамм сахара и муки. Ой, как сладко будет! Точно, но все по рецепту. 1/3 лимона, сок и цедра, 35 грамм сливочного масла, 56 грамм кефира, 1 чайная ложка, приблизительно 1 чайная ложка разрыхлителя и 7 грамм ванильного сахара. Уже люблю этот рецепт. Минимум ингредиентов и максимум надежды. Вбиваем 2 яйца. Вливаем растопленное сливочное масло, сахар и перемешиваем. Да, главное не перетрудиться. Просеиваем муку. Просеивание делает тесто более нежным, более воздушным. А отсутствие просеивания делает жизнь проще. Вот выбирайте, что вам ближе. Добавляем ванильный сахар и разрыхлитель. Вливаем кефир комнатной температуры. Все как написано по рецепту. А у меня прохладный, освежающий, только что из холодильника. Посмотрим, у кого будет вкуснее. И тщательно перемешиваем до однородности. Я тоже перемешиваю, только без излишнего перфекционизма. Добавляем цедру и сок лимона. Вот здесь мы одинаковые. Ага, тут полентяйничать не получится. Ты не права, я просто не люблю напрягаться там, где это особо не поможет. Ой. Смазали сковородки маслом и выливаем тесто. И 15 минут на медленном огне. Или до того самого момента, когда мы понимаем по запаху, что пора проверить. Ну, такого уж не обязательно ждать момента. Вот это самое мое любимый момент. Хупа. Да уж, тут ошибиться невозможно. Или возможно, как вы думаете? Пишите в комментариях. Ну что, на вид абсолютно одинаковые. Но я делала все по правилам. Ну теперь ты знаешь, что иногда можно не напрягаться. Может быть. Но надо попробовать на вкус. Пробуем сперва мой. Ну давай. Что тут получилось? Сгущеночка. Вкусно? Да, вкусно. Еще ложечку. По-моему, у тебя немножечко подгорело. Посмотрим, как мой будет. Ну, по вкусу все хорошо. И пропекся весь. Вкусно. Пробуем твой. Так, внутри в разрезе все то же самое.
Что разницы я никакой не вижу на вид. Но теперь на вкус. Мой нежнее. Горячее просто. У меня подольше, да, стоял. Но у меня, смотри, какая корочка снизу. Ну, хотя дело тут не в этом. Я, честно, разницы не вижу. Значит, просеивать муку не обязательно. Так что вот так и рождаются мифы, а мы в них потом 20 лет верим. Просеивайте муку, просеивайте муку. А кто-то и 30, а кто-то и 40, а кто-то и все 50. В общем, в этом случае просеивать муку не обязательно. Не тратите время. Значит так, этот рецепт работает в любом случае. И это хорошая новость. Меньше правил, больше времени на себя. Точно. Обязательно ставьте палец вверх, чтобы и другие люди могли увидеть, чтобы они не тратили время зря. Это был канал «Съедобно-несъедобно». Мы провели эксперимент, чтобы вы не тратили время зря и не заморачивались.